Представители знака зодиака Скорпион, приветствую вас. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. События недели с 17 по 25 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карты. Останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. И я буду благодарна вашим откликам, комментариям, поскольку вот такие короткие еженедельные прогнозы были прежде на моем канале. Это было достаточно давно. Позже, в силу разных причин, я отказалась от этого. Меня просили вернуть, вы писали в комментариях, или на почту мне тоже много приходило сообщений. Также это приблизительная подобная история была и с прогнозами по части цыганского пасьянса. И тоже они были раньше почаще, теперь пореже. Вот мне будет интересно, насколько вот эти две составляющие интересны вам, или насколько вам это нравится, насколько откликается вашей душе. Поэтому мне это важно знать. Давайте рассмотрим, что же в концепции недели, события ближайшего будущего нам подскажут маленькие карты с их рандомными значениями. Никогда не знаешь, что выпадет, но больше они нам показывают именно события конкретные. Что же для вас, скорпионы, в ближайшем будущем с 17 по 23 февраля? Какие вопросы? Идем дальше. В первом ряду не вижу совпадений. Давайте добавим. Но, тем не менее, где-то вот начало этого периода, середина, может быть. Ну, все же у нас в самом начале, близко. Пусть не в первом ряду. Деньги. Поэтому либо сам по себе приход денег, получение, либо как новая финансовая стратегия, тактика, что-то такое подобное вы можете себе или искать варианты сотрудничества, или себя на что-то организовывать по части дополнительного заработка, потому что есть как будто вопрос, который вы должны решить. В чем-то вы не чувствуете уверенности, или какая-то прежняя финансовая история, ну, не оставила вас довольными, это точно. Есть то, в чем вы сомневаетесь. Может быть, это вас где-то как побудительный мотив заставляет дополнительный как источник дохода или альтернативная возможность заработка изучить или рассмотреть. Но для кого-то из вас вы можете сомневаться в конкретном человеке. Или само по себе такое настроение может быть. Мечи – это того, чего нет на самом деле. Это где-то наша внутренняя предубежденность или внутренние сомнения, страхи. Но, тем не менее, выпадает лебедь. Деньги и лебедь – это искренние отношения, это любовь, мои дорогие. Поэтому, может быть, как искренность и честность по части партнерских отношений даже, ну, как в социуме, это общество, в котором мы находимся. Может быть, и есть партнер, которому вы можете доверять. Имеется в виду не обязательно личная жизнь. Но тогда как минимум один человек, который вас поддерживает, правда, тут проиграется так. А для кого-то это может быть недавнее знакомство или недавние контакты. Флирт, кот выпадает. Когда, ну, развивается очень интересно ваша история любви. Но вы зададитесь таким вопросом, а насколько серьезны наши отношения? Или пусть это вообще какие-то новые отношения. Но так или иначе, когда выпадает кот, это хорошее настроение. Или желание нравится. Желание так вот красиво пофлиртовать. Почему нет? Пусть будет да. Поэтому оставьте какие-то свои сомнения и страхи. Никому они не нужны. Еще раз повторюсь, вот эти скрещенные мечи – это того, чего не существует в реальной жизни. Но нам может изрядно мешать. Пока с вами разговариваю, смотрю, что у вас еще совпадает. Один из символов Меркурия совпадает корабль. Это исполнение желания. И вообще это добрые перемены. Вы уже где-то на пороге перемен в этот период, и, может быть, к концу недели какая-то ситуация у вас
проясняется. Имеется в виду, может быть, и как какой-то отдельно взятый вопрос. Или, может быть, когда перед вами открывается новый путь. Может быть, путь и не новый, может быть, это вы сами собирались в дорогу или куда-то переезжать. Карта может символизировать и говорить о том, что много каких-то забот, может быть, на этой неделе, и причем так по нарастающей, может быть, к концу недели, когда и в одну инстанцию нужно успеть, и еще куда-то нужно успеть. Вот это само по себе перемещение. Но для кого-то из вас это как исполнение желания, может быть, получение документа или каких-то важных согласований. Для вас открывает как путь. Путь в завтра, в будущее. Смотрю, что у вас еще совпало. Вообще перемены дважды, посмотрите. Мы можем еще сложить крайние ряды. И поэтому у вас совпадают перемены, часы, мои дорогие. И получается часы первые, а дальше идет, как его величество, ну не совсем случай. Тут, ну, все же какие-то ваши действия были предприняты, но тогда они окупаются сторицей. Хотя я могу такое предположить, если мы говорим один из символов Меркурия, это правильная работа с информацией. Просто вы могли раньше, в какой-то предыдущий период, что-то правильно предвидеть, просчитать. Что совпало у вас, мои дорогие скорпионы, еще? Должна сказать, что как таковых вот на эту неделю помех ведь нет. Откуда вот эти два скрещенные меча, непонятно. Поэтому это то, что вас где-то мысленно может просто возвращать в какую-то прежнюю историю, которая не получилась. Поэтому гоните сомнения прочь. У вас тут как раз очень интересная с новыми возможностями, или когда вы осуществляете какой-то вопрос, которым занимались прежде. Одним словом, тут больше радости и позитивных моментов. Давайте добавим, не вижу я и еще совпадений, пока с вами разговаривала, пересмотрела. Но давайте мы дополним картами Таро, это больше наши внутренние ощущения. И первая сфера это как ваша работа, деньги и достижения. Что же там? Ух. Ну, правда, какие-то согласования, может быть, по аркану император мы можем в высокие инстанции обращаться. Как и нам нужно получить документ. Или нужно что-то подписать, выяснить, объяснить самому себе, в каком порядке мне действовать, например, да, узнать какой-то регламент или сама по себе система, как это работает. Вы можете сталкиваться с руководителями, может быть, даже по работе или с человеком, который наделен властью. Может быть, это руководитель руководителя. И тогда есть все предпосылки с учетом карт пасьянса как-то очень правильно выстроить отношения или для себя каких-то бонусов добиться. Есть такой тонкий момент. Будьте внимательны, когда выпадает эта карта на сферу ваших достижений. Мы не идем против системы. Мы, наоборот, более лояльны. И в то же время император есть такое значение по карте, ну, как непримиримость или желание действовать по-своему. Ну, правда, такие энергии, есть два мнения, мое и неправильное. Поэтому будьте мудрыми императорами. Поставьте перед собой цель. То, что как основополагающее, очень важное. Но будьте готовы корректировать мелкие планы. Мудрый император знает, что на людей он не может повлиять. Обстоятельства некоторые он тоже не может изменить. Но через свое отношение, через какой-то альтернативный вариант он всегда найдет вопрос. Всегда найдет возможность что-то согласовать или решить заданную задачу или вопрос. Итак, сфера ваших достижений. Ну, правда, как обучаемся или рассматриваем новые варианты сотрудничества, новые варианты работы, у кого-то вопросы, связанные с детьми, может быть, проплата за учебу детей, или все же больше карта говорит о вас, и поэтому это ваши достижения, которые будут в будущем развиваться, но на этой неделе это как какой-то фундамент или первый камень вашего успеха вы можете закладывать. Вас может заинтересовать или вдохновить какая-то тема, причем случайно, или вам могут предложить, может быть, даже по месту вашей работы. Или вы пойдете оформлять какой-то документ, столкнетесь, что
допустим, с тем, что вот в таком порядке, как вы это предполагали, оформить невозможно. Но есть вариант, и нужно это делать с какого-то другого захода или другого ракурса, или начинать это дело как-то по-другому. И тогда карта будет нам говорить не так быстро. Может быть, придется где-то и подождать, пока будут готовы пакет документов, или пока пройдут какие-то согласования. Ты тогда словно в начале какого-то пути, но у тебя получится. Что же еще на сферу работы, ваших достижений и денег? Вы со всеми сумеете договориться. Может быть, это вопросы оформления ваших отношений. Кстати, карта любви и карта император. Это карта статуса вашего, смены статуса. И здесь у каждого по-своему. Кто-то может задуматься о бракосочетании или перевести, допустим, ваши отношения на новый уровень. Может быть, жить вместе, попробовать такое, я могу предположить. Может быть, и прежняя какая-то история, если была со знаком минус. Вы тут тоже можете согласовывать, например, вопросы по части детей, если дети остались, по части недвижимости или по части денег. Вот, ну, есть что-то. И вы будете это соизмерять, как это, опять же, оформить по закону или каким образом мы будем дальнейшие отношения строить. И если действительно какая-то прежняя история была со знаком минус. Если со знаком минус, и вы, к примеру, все же мы все разные, вы решили с человеком расстаться, мои дорогие скорпионы, здесь у вас должно быть, знаете, ничто не должно быть построено на уровне только лишь обещаний. Вас буквально защищает закон, какой-то порядок. И поэтому доверяй, но проверяй. Лучше что-то составить на бумаге, чем договориться и быть уверенным, ну все, мы же договорились. Но тут еще у человека что-то поменяется. Поэтому где-то аркан-император будет говорить вам, да, по закону мы поступаем, но и нас тогда закон где-то бережет. Всегда олицетворение власти, системы и закона. Давайте посмотрим на сферу вашего социума, ваших отношений, личной жизни, любви. По четверке мечей, ну, наверное, у каждого по-своему. Для тех, кто сейчас все хорошо, то где-то в этом контексте неделя не такой большой срок, так и будет продолжаться. Здесь нет каких-то перемен глобальных. Единственное, если у кого-то из вас действительно присутствует в ваших отношениях, и неважно, опять же, или это любовная история, или это отношения по работе. Так вот, присутствует та тема, которую вам нужно обдумать, причем хладнокровно. Мы никому ничего не доказываем по этой карте, не вступаем в какую-то конфронтацию, наоборот, сложи оружие, говорит карта, и приведи мысли в порядок. Вот буквально с таким советом нам выпадает карта. Подумайте, как вы этот тонкий нюанс можете применить к своей личной жизни. Куда-то не торопиться. Для кого-то из вас, если чувствуете недомогание, иногда четверка мечей говорит: обратись к врачу, самое время. Не надо тут что-то додумывать, ведь эта карта очень рациональная. Мечи. Здесь нет никаких сомнений. Поэтому приведи мысли в порядок, если у тебя есть какие-то сомнения. Что это такое? Либо это присутствует в твоей реальной жизни, или это ну, как искаженное восприятие из прошлого, какие-то сомнения, неудачи, они в жизни у каждого присутствуют, но ты никак с ними не можешь проститься, и они тебе создают какой-то ненужный темный фон для твоей жизни. Поэтому да, с самим собой разобраться определенно стоит. Перевести в какую-то реальную плоскость. Что же еще? Ну, настаивают нам карты поработать со своей интуицией и не путать ее с искаженным восприятием. Иными словами, есть глубокая философия на мелком месте. Или то, что прежде долгое время вас, может быть, приводило в какой-то стопор. Вы действительно, может быть, чего-то боялись. И тем не менее, обстановка поменялась, нам говорит об этом карта. Пора открыть глаза на некоторые обстоятельства жизни. Здесь наоборот. В реальности у вас происходит что-то хорошее. А мы можем где-то еще застрять вот в этом дежавю или обдумывая тот минус, который был в прошлом. И тогда ничто не мешает, ничто не угрожает, обратите внимание. Но самого себя не запутать, самого себя не перехитрить. Или, мои дорогие скорпионы, самого себя не замучить какими-то сомнениями. Давайте посмотрим тогда, что ж нам карты скажут. Вот рыцарь мечей, кстати, проигрывается, вы знаете, очень хорошо. Одно единственное направление.
Есть истина, и мы ее ищем, и мы ее находим. Истину по закону или как организовать по закону, по регламенту какое-то дело. Мы можем сталкиваться с людьми сложными, с людьми, у которых сложное какое-то мировосприятие, психологические какие-то моменты, не проработаны ими конкретно людьми этими, и они могут нам создавать шумовой фон в плане собственного настроения. Один может это выдавать как желание спорить с нами, и вы с такими можете столкнуться, потому что пусть не в этой колоде, в другой, рыцарь мечей, бунтарь без причины. Да, это где-то может и вас проиграться, когда захочется взбунтоваться. Ну, как-то причесывать ваши энергии. Две карты нам говорят именно об этом. Но вы можете столкнуться с такими людьми. Или есть, наоборот, люди, которые нам преподносят какой-то проект как беспроигрышный. Говорят много, красиво, пафосно. Но реальность, она другая. Будь реалистом. Вот как я сказала, мы ищем истину, и мы ее находим. Поэтому любую информацию где-то перепроверяйте. Ищите именно то, что присутствует в реальной жизни. Но, наверное, два момента. Вот это интересно. Тут все вам сомнение какую-то создает, ну, настолько путаницу или паутину мыслей, когда вы погружаетесь вот в эту ненужную философию, вот все то, что я говорила, да, и помните, наверное, вот это как самоанализ какой-то, ну, точно не на этой неделе, или какое-то переосмысление до бесконечности той ситуации, которая уже давно закончилась, она вообще не имеет никакого значения. И для вас может, как знаете, создавать, искажать, во-первых, реальность, и создавать неправильное видение тех возможностей, которые у вас в реальной жизни есть. Вы можете видеть все нам более мрачно, чем есть оно в реальной жизни. Вы можете себя какими-то деструктивными мыслями разрушать, мои дорогие скорпионы. Вы думаете, можете, что я не договорюсь с каким-то человеком. Да, конфронтации быть не должно, мы это с вами говорили уже, но по пятерке пентаклей мы всегда можем договориться. У нас всегда есть выбор. Попробовать один способ, второй, ну, найти в конечном итоге тот узкий фарватер, когда мы сумеем, ну, найти, может быть, общие точки сборки, или когда мы сумеем найти общие точки интересов, может быть, с теми людьми, с которыми именно отношения в плане интересов совпадают. Не со всеми ведь у нас, тут про искренность говорят, много партнерских отношений, которые присутствуют в нашей работе или в нашем бизнесе, или в нашем творчестве, назовите как угодно. Может быть, это вопросы с соседями. Устранить любую конфронтацию у вас получится легко. Скорпиону достаточно только улыбнуться. И с другой стороны, пятерка мечей будет говорить и о том, что деньги, да, деньги, скорее всего, на этой неделе к вам приходят, но ты их должен как-то сохранить. Или ты должен продумать какую-то наперед стратегию, тактику. Деньгам тоже стоит уделить внимание, потому что какие-то перемены на пороге. Вполне вероятно, у вас первый аркан по части ваших достижений выпадает император. Это старший аркан. А старшие арканы – это всегда воздействие на нашу жизнь, обстоятельств в жизни. Поэтому себя вовремя перестроить – добрая практика. Давайте мы подведем итог. И как карты совет мы тоже достанем. 3 карты. Что же вам придется на этой неделе? Чему же нужно вообще уделить внимание, по мнению карт? Что обустроить? Что согласовать? В чем навести порядок? В мыслях. Вот правда. Еще нам продолжает всю ту же самую концепцию. Кстати, устранить какие-то конфликты. И это первая победа. Карта говорит, если ты сейчас будешь с кем-то ссориться, то ты никому ничего не докажешь. Ты сам себя только разозлишь человека, он не будет с тобой, возможно, спорить, или даже если поспорит, он останется все равно при своем мнении. В итоге ты ничего не доказал и потерял только время и нажил врага. Вот конкретно так, мои дорогие. Поэтому гасите все конфликты буквально в зародыше, и для вас это будет очень хорошая практика. Потом сами себе скажете спасибо. А вот помириться на этой неделе – прекрасное время, кстати. И помириться, может быть, не обязательно любовь, да, нам выпала. Но ведь это карта, когда мы можем найти, опять же, взаимопонимание с любыми персонами, даже сложными. Так вот, в чем вам еще нужно разобраться? Вот я всегда говорю, выход либо из паутины мыслей, туз мечей, либо из лабиринта какого-то.
Вот и вам нужно с чем-то определиться. И для этого вам совершенно необходимо вот избавиться от ментального мусора. Вот правда, повторяю, четверка мечей, приведи мысли в порядок. Вот эта первая карта, она, наверное, сразу нам обрисовала все три последующие, и не изменилось это значение. В отношении финансов приведи мысли в порядок. Может быть, в отношении конкретных людей, или как ты будешь себя позиционировать, может быть, в отношении вашего имиджа, или сломая себе какой-то стереотип, шаблон, скорпион, вот об этом ведь тоже могут говорить. Нужно действовать как-то по-другому, а вот как, это нужно продумать, детализировать. Но в конечном итоге, как и конфронтация будет сведена к нулю, так и выйдете вот вы из этой путаницы, она попросту закончится. Что же еще, в чем навести порядок? И буквально путь уже. Это карта заслуженного успеха. Вы словно выбираете правильное направление. И мы выбираем по шестерке мечей направление, и вы можете чему-то отдать предпочтение в плане изучения, я об этом говорила. Может быть, у кого-то это по работе напрямую, когда работа будет связана с командировками, или когда вы добавляете новые варианты сотрудничества с кем-то или новые варианты заработка, дополнительного дохода. Вы можете как и изучать, так и начать работать в интернет или узнать, каким образом, может быть, создать интернет-магазин. Вообще, как работает вот эта система, вот какие-то первые шаги, ну пусть это в другой какой-то области, вот что-то подобное вас может заинтересовать, потому что обстоятельства вас вынуждают, ну, несколько перестроиться и учиться думать по-новому. И вот в этом задача всей недели. Но нам же себя нужно перестроить. И поэтому некоторая неспешность, очень большая такой процент, большой, рационального отношения ко всему абсолютно, что происходит, как и вокруг вас, так и что присутствует в вашем сознании, мои дорогие. Уравновесить какие-то противоречия и в самом себе, так и с окружающими. Это значит создать более надежную базу для вашего успеха. А может быть, для кого-то поездка, когда вам действительно нужно будет поехать куда-то и в конкретной местности определиться, стоит на это соглашаться или нет, или что меня там ждет. Может быть, переехать для кого-то куда-то далеко, или у вас такая мысль зародится на этой неделе, вы придете к выводу, что мне совершенно необходимо уехать, иначе я не могу самореализоваться именно здесь, ведь так ведь тоже бывает. Или для кого-то релокация офиса. Ну, у каждого 1001, наверное, свой вариант. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.